Взять книгу, не брать книгу? Блин, ну да. Взять. Все нормально. Нет сигнализации, шикарно. Что? Какого? А! Что происходит? Организация, которая хочет убить меня. Окей, предыдущая серия вкинула действительно резкое понимание и непонимание происходящего. А еще эти фразы от некой девушки: «Конец света только случился». Или «Они наверняка знают, что ты меня видел, так что, думаю, перестанут скрываться». Чего? Давайте на чистоту. Если я начну это разгадывать, у меня голова лопнет. Поэтому просто начинаем. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы под присмотром некой организации. Чего? Вообще, знаете, у меня ощущение, что сейчас я могу сказать вообще любую теорию, и она не будет иметь никакого смысла. Давайте лучше коротко о том, что мы увидели. Первое. Жители города спустя сотни, тысячелетия или еще больше лет трактовали прошлую историю Архея неправильно. Второе. За мной следят непонятные личности. И речь не только об этой девушке. Речь о некой организации. Третье. Девушка говорит: конец света только случился. И при этом говорит так, как будто это нормально. Ну, конец света и конец света, какая разница? И, наконец, четвертое. Они наверняка знают, что ты меня видел. Так что, думаю, перестанут скрываться. Ну, если вы что-то из этого поняли, вы красавчики. Короче, возможно, сейчас меня больше всего беспокоят мозги Ложки. Бип-бип-бип, бип-бип-бип, бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип-бип. Ощущаю такое единение с этим бункером, будто постепенно сливаюсь с ним в одно целое. Это и есть безумие, да? Не понимаю, из-за чего мне так плохо спалось. Из-за всех этих тревожных мыслей? Или из-за этого дурацкого гудения и пиликанья? Так, ну ладно. Зато эти монотонные звуки так сильно бесят, что благодаря им я хотя бы немного отвлекаюсь от всяких беспокойных размышлений. Произошедшее вчера кажется таким ненастоящим, что ли. Все в голове как будто сворачивается в один запутанный клубок. Доброе утро, мир! Так, хорошо. Надо просто разобраться, что делать дальше. Джон говорил, что нужно постоянно заниматься обслуживанием бункера. Что это полезно и для физического, и для ментального здоровья. Ну что ж, думаю, надо начать именно с этого. А потом... Ну, а потом вернусь к своей доске, займусь делами, не знаю, более психологически затратными, что ли. Так, а сейчас взгляну на терминал. Ой, блин, Ложка, мне так не нравится, как ты постепенно разговариваешь с бункером. Это плохо, это очень плохо. Подожди, а у меня сейчас что из заданий-то? Убедиться, что организация действительно существует, разобраться, что это за организация и почему они хотят убить меня. Я напомню, ребят, у меня есть микро-тупая теория. Из-за того, что мозги Ложки постепенно садятся, все, что он видит, это его выдумка. Все эти организации, даже смотрящий, понимаете? Ну хотя ладно, смотрящий может быть и не выдумка. Я просто постоянно вижу фразу в духе: произошедшее вчера кажется таким ненастоящим. И вот мозги, вы видите, что у него? Давайте так, я примерно на 70% уверен, что все, что мы видели, настоящее. И на 30% уверен, что не настоящее. А теперь здравствуйте, терминал. Что это? Что а что происходит? Подожди, что это за горение? Что это за замочки? Какого черта? О, ну и ну. Что ну и ну? Подожди. Да, что вы хотите сделать? Здорово, здорово, да. Я хочу посмотреть, что происходит. Видите, 1. Модуль переработки. 2. Модуль пищеблока. Нет. Ладно, пойду проверю. У меня получается... Вот здесь может быть что-то? А! Что? Нет, да ладно, оно поломалось и... Так, погоди. А складской модуль, что с ним? Что при... А! Йоу, подожди. Ладно, а здесь все нормально. Прошу прощения. Какого черта? А что с бункером, я не понял. Эй, а здесь-то все... Да нет. Да, потушить. А, черт, мне срочно нужен огнетушитель. То есть я не могу тушить просто руками, да? Ай.
Ладно, руками я могу тушить, но это очень-очень плохая идея. Во всяком случае, у меня минус голова немножко. Мне тут явно показывают, как наш бункер может постепенно ломаться, да? Здесь в итоге как починить-то? А, во-во-во. Так, здесь нужно 2 высоковольтных кабеля. Сейчас, у меня есть такое. Берем сразу же, чиним. Ага. Все. Фу, блин. Опасно. Но теперь мне нужно еще что-то, я помню. Сейчас найдем какие-то там штучки, дрючки. А если быть точнее, железно-механический компонент, который делается из железной пластины и меди. Тут, благо, ресурсы у меня есть. Сразу чиним. Ого. Все нормально? Нет! Вы шутите! 2 двери минус! Да это ненормально. Ну сейчас у меня выжрут все ресурсы. Ладно, опять же все это объединяем. Железно-механический компонент получаем. И надеюсь, это все, что потребуется. Ну-ка. Да, здесь все хорошо. И у меня остается еще что-то с водой связанное, да? Там вода, и постепенно тратится кислород. Что тут чинить надо? Эй, а ну-ка. Водопроводная труба поломалась. Понял. А ну-ка, труба, иди сюда. Максимально быстро разбираемся и... О, только все равно проблема. Вот она проблема-то, ё-моё! У меня, оказывается, вентиляция здесь не работает. А я еще думаю, почему я задыхаюсь? Кислородная труба сюда. Все эти проводочки, все эти трубы, которые здесь есть, они супер-мега важны, я понял. Все, чиним. Справились. Фу. Да, действительно, фу. Если этот опыт меня чему и научил, так это тому, что мне нужно много материалов. Пора бы научиться перерабатывать все то, что дает мне Силанхва. Задание «Переработка» обновлено. Узнать, как создается модуль переработки. Построить модуль переработки. Не смеяться с названия перерабатывающей машины. Что? Чего? Бункер начинает требовать все больше и больше ресурсов, поэтому пора заняться переработкой. Давай посмотрим, как это работает. Получается. Что вы хотите сделать? Да, хочу построить. Введите 1. Модуль переработки. 2. Модуль пищеблока. Значится, единичка. Просто необходимо приобрести тем, кто не любит выбрасывать что-то просто так. Этот модуль оборудован сверхтехнологичным переработчиком ЖОБ. Это то самое. Тут понадобится... 24 бункерной обшивки. Это, походу, не маленькая комната. Позволяет перерабатывать отходы в утиль-сырье для повторного использования. То есть мы можем создавать кислородную трубу, жидкостную трубу и так далее. Правильно понимаю? Нажимаем «Отследить». И все. Сейчас тогда быстренько все это... ЖОБ. Да, согласен, это было смешно. Погнали собирать. Ты погляди, какая годнота. Тут понадобится генератор. И помните, когда-то давным-давно я его где-то поломал? И вот оно. Вообще немного посмотрел. Каждая вещь, которая здесь требуется, требует железа. Поэтому да, как обычно, в шахту. Обалдеть, ребят, да на этой фабрике можно еще лутаться и лутаться. Я столько всего здесь недодобыл. Один вот такой компонент — это куча железа и меди. А у меня уже 18. Сейчас все супер быстро сделаем, это точно. Обалдеть, ребят, так тут оказывается весь город лутаемый. Ты погляди, могу уйти куда-нибудь сюда, и тут тоже будут валяться вещи. Может быть, что-то, кстати, хорошее найдем. А может быть, тут уточка будет, кстати. Нет? О, подарок. Ива. Так, ладно, я не буду пока это брать, наверное, потому что места все равно нет. Вот сюда можно зайти. Кирка валяется. Ладно, я, пожалуй, пошел. Места все равно нет. Итак, господа и дамы, вещи собраны. Мы нажимаем «Построить» через 3, 2, 1. О, да. Мне кажется, это, кстати, сейчас самое дорогое, что я строил. И, походу, это большая... Да, это очень большая комната. О. И я очень надеюсь, что это... будет самое дорогое, что я построю за все время, потому что, ну, это капец какой-то. Лава капает. Нормально. Капец, какая громадина. Но это явно того стоило. В плане ресурсов-то. Ну, что же, как говорится, пора. Что? Что пора? Я уже, честно говоря, не помню, что ты думал. Вот, потом вернусь к своей доске и займусь делами более психологически затратными. Окей, то есть мне туда надо вернуться. А еще меня все-таки смущает эта лава. Это нормально? Ну ладно, она хотя бы не обжигает, и на том спасибо. Здесь я могу
Ой-ой-ой. Походу, очень много всего. Мне надо будет много выпекать, а потом еще больше выпекать. Тут у нас что-то молоть можно, перемалывать. Типа я это врубаю. И проверяем. А, не, сейчас не работает, потому что там ничего нет, да? Да, и, видимо, это будет складываться сюда. Также у нас есть какой-то вентиль. Можем контролировать угол поворота, но я этого делать не буду. Не-не-не. В итоге, где этот модуль? Ага, прямо около нашей растительности, которая, кстати... Что? Не выращивается? Почему? А, потому что у меня конопля выращивается. Мне-то нужна капуста. Семена капусты забираем, в нашу растительную штуку пуляем и в целом просто немного ожидаем. Пока. Эй, дощечка, твой выход. Что скажешь? Так, подумаем. Девушка без костюма. Прямо как тот ребенок, которого я видел возле магазина техники. Он что, тоже пытался спасти меня? Или наоборот? Или он вообще просто случайно там оказался? Не уверен, как ребенок мог бы мне помочь в подобной истории, если честно. Или, не знаю, сломать ту лестницу. Это же как бы, ну, ребенок. Они с этой девушкой наверняка как-то связаны и... О, привет. А ты как считаешь? Если честно, приятель, я думаю, что сошел с ума. Мне кажется, что я вообще никого не видел. Вообще! С того момента, как оказался в этом месте. Я даже не уверен, правда ли ты сейчас передо мной. Мерзкое ощущение. На себя не могу положиться. Вот что делать, когда даже себе не можешь 100% доверять, а? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. О, да ладно, ничего себе! Действительно заставляет задуматься. Вау! Хотя бы разговоры с самим собой позволяют мне чувствовать себя чуть менее одиноким. Надеюсь, ты не считаешь, что я странный. Хотя даже если считаешь, все равно ничего не скажешь. Кстати, ты же буквально везде за мной ходишь, верно? Почему ты вообще никак не помогаешь мне? Просто ждешь, когда я умру, да? Или, может быть, тебе так сильно нравится подсматривать за моими страданиями? О. Что, засмущался? Ну и ладно. Та странная девушка сказала, что организация начнет действовать менее скрытно. Это... что? Значит, я увижу кого-нибудь? Вот если бы она не исчезла так резко... Возможно, я как-то смогу найти ее снова. Или кого-нибудь еще. Если я никого не увижу, то буду знать, что за мной хотя бы нет никакого хвоста. А если увижу, то буду знать, что в этом городе я не один. И что я не сумасшедший. Как ни погляди, одни плюсы, верно? Хотя кого я обманываю? Как же это все стрёмно. Но мне все равно нужно понять, что происходит. Только, если честно, я не уверен, с чего бы начать. Город-то большой. Просто так скитаться по слишком опасным зонам не хочется. Особенно если прикончить меня будут пытаться не только радиация и атмосферное давление. Или что там вообще на улице? Так, ладно, пока что единственная моя зацепка — это музей. Очень не хочу возвращаться туда, но как будто другого выбора-то все равно нет. Интересно, интересно, что бы на моем месте сделал Джон? Хотя ладно, не думаю, что Джон вообще бы оказался на моем месте. Это правда, вот тут ты чертовски попал. Он бы не оказался. Кто охотится за ложкой? Вернуться в музей и найти там какие-нибудь зацепки. Так, окей, ладно, это хорошая идея, но все-таки давай вспомним, что у нас было. У нас там было много-много музейных экспонатов. У нас была книга, тронув которую появилась сигнализация, поэтому, наверное, трогать ее больше нет смысла. Да в целом больше ничего не было, поэтому берем кирку. На всякий случай починим ногу. Спасибо. Обязательно поедим, возьмем скафандр и погнали. Ой, вспомнить бы только, где этот музей. О, нет. Черт. Опять этот туман. Как же жутко. Реально, это все, что ты скажешь? Нет, 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 пожалуйста. А погоди, а метеомодуль, он меня вообще предупреждал об этом? Давай, давай сразу проверим, как это работает. Какой-нибудь там сигнал, я не знаю, призрачный туман, кислотный дождь. А как это работает-то в итоге? Как мне понимать, какой сегодня погода? Может быть, здесь? Зелененький. Здесь у нас... не знаю, вот этот цвет, может быть, кстати, меняется. Давай прочитаем. Призрачный туман. Густой голубоватый туман. Еще непрогляднее обычного. В этом тумане водятся необычные существа. Не уверен, являются ли они плодами моего воображения, или все-таки нет. Но контакт с ними заставляет страдать не только меня, но и мой скафандр. Если честно, то их прикосновения обжигают не тело, а душу.
Ну, есть такое. Кстати, мы просрали 1% заряда. Я на всякий случай дозаряжу его. И вот теперь погнали. Снова всем привет. Благо у меня партиклы показываются, знаю, куда бежать. Тихо. Всем привет. Ладно. Главное, что сейчас можем спокойно добежать. Я каждый раз, когда вижу этих существ, на секунду кажется, будто это кто-то живой и настоящий. Так, ладно, надо поскорее добраться до музея. А, господи, беги! Просто беги, черт возьми! Что это? Ой, жопа! Черт! Я не знаю, куда бежать. Так, ладно, пока он... Тихо, куда бежать? Вот. Лолошка, пожалуйста, не соприкасайся с ними. Музей. Твари. Так, все, Лолошка, соберись. Будь предельно осторожен. Постарайся не запустить охранную сигнализацию во второй раз. Хотя, ладно. Может быть, если сигналка сработает, эта девушка снова придет на помощь. Не уверен, каким еще способом можно было бы привлечь внимание этой таинственной незнакомки. Все нормально? Как же хорошо, что они тупые и просто идут на пролом. Вот они. Так, здесь у нас ничего нового не появилось, да? Благо, их вроде как внутри нет. Тихо. Но они меня не то чтобы покасались, не то чтобы тронули. Потерял всего лишь 19% заряда. Так, могу ли я в итоге что-то взять? Нет? Где книга? По-моему, она была где-то вот здесь. И как мне ее в итоге? Какое же яркое ощущение дежавю. Взять книгу, не брать книгу? Ну, если не брать, то не совсем понятно, зачем ты сюда хотел прийти. Блин, ну да. Взять. Я, конечно, рискую, наверное. Все нормально. Нет сигнализации, шикарно. Книга-артефакт. Видимо, та девушка полностью отключила охранную систему в этом музее. Ура, книжка у меня. Так. Че, я могу ее открыть как-нибудь? Книга, похожая на артефакт, использованный Лукием для снятия печати с отца Тадмавриэля. Так, ну-ка. Это эльфийский. Жили-были дед да бабка, жили-были не тужили, и все, да? И как бы больше тут ничего нет. Какая полезная информация. Все так понятно? Не уверен, на что я надеялся, но пусть будет. Пригодится. Может быть, мне повезет, и я найду способ это расшифровать. Я же не просто так сейчас рисковал, верно? Верно ведь? Верно. Не, ну главное, что мы не просрали кучу заряда костюма. Мне, наверное, следовало батарейки. Что это? Это значок той девушки? Этого точно в прошлый раз здесь не было. Выглядит как какой-то полицейский значок. И выглядит солидно. Может, это принадлежит кому-то из организации? Или, может быть, обронила та самая незнакомка? Звучит, кстати, логично. Он не вызывает никаких воспоминаний, как некоторые другие предметы, что я находил. Хотя это в то же время не отменяет того факта, что он может быть просто случайной безделушкой. Задание «Кто охотится за Лолошкой?» Что это? Значок той девушки? Значок, который я нашел на полу в музее. Подожди-ка. Это намек на то, чтобы я еще получше обыскал, да? Сейчас. Главное, чтобы призраки не появлялись. Нет. Но вот это я помню уже открывал. Тут ничего не было. Стоп, погоди. А с каких пор здесь второй уровень радиации? Так, вот здесь на всякий случай посмотреть. Эй, призраки. Призраков нет. Ладно, это прекрасно. Если что, может быть, даже добежим нормально. И нет, тут больше ничего нет. А вот кубок возьмем. Отлично. Я ничего не нашел. Просто потратил время впустую. Прогулялся по этим жутким туманным улицам и потратил заряд костюма. Класс. Такие прогулки для ментального здоровья точно не полезные. Пойду-ка лучше обратно. Какой же бесполезный день. Тихо, в смысле? Бесполезный? Ты книгу взял? Ну, не знаю. Понятно, что ее сейчас нельзя прочитать, но мало ли. Кстати, служебное помещение. Я сюда так и не зашел. Это просто ресепшн. Да, здесь мы уже смотрели. Ну, кусачки можем взять. Книгу тоже по приколу, паутина. В итоге мы нашли значок и какую-то книгу. Ну нет, я бы прям не сказал, что это бесполезный день. Что? Какого? Что происходит? Ой, сори.
Етить, колотить! Ладно, это уже... Что это? Откуда сейчас взялась эта штуковина? Это что, только что был дрон? Эта хреновина чуть не убила меня. Сколько их здесь? Но... Подожди-ка, раньше же здесь их не было. Костюм почти разряжен. Отсюда до бункера не очень далеко. Надо успеть. Какая проблема у тебя с мозгами, мозги? Срочно. Тихо, 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 куда? Почему партиклы здесь? Ну, наверное, все равно в бункер надо. Да, вот. Привет, привет, ребят. Они на меня... Что, не обращают внимания? Или это специально, чтобы я спокойно добежал? Спасибо, спасибо, что продумали это. Так, тихо, тихо, тихо. Все, спокойненько, в бункер. Никаких проблем. Это какая-то жопа. Каждый раз меня пытаются, черт возьми, убить. Да, Лолошка, я с тобой согласен. Я просто, понимаете, каждый раз, каждую серию думаю, ну все, вот хуже уже не может быть. И становится просто жестче. Сколько бы я ни прокачивался, градус накала вообще никуда не сходит. Так, ладно, продолжай. Меня, черт возьми, реально пытаются убить. Она была права. Она была. Я видел эту девушку. Это точно не галлюцинация. Даже в мире, где, казалось бы, нет никого, найдется кто-то, кто захочет моей смерти. Они стали действовать открыто. Все, как она и говорила, все, как она и говорила. Что делать теперь-то? Что мне делать? А вдруг они знают, где находится мой бункер? А что, если они заявятся сюда, пока я сплю, а? Так, ладно. Сейчас должен появиться Джон, и он скажет, что мне делать. Ну, давай же! Даже если ты просто плод моего воображения, пожалуйста, появись! Нет? Отлично. Видимо, с этой историей я должен справляться самостоятельно. Меня игнорирует собственное видение. Никакой дрон в бункер не пробрался, ладно. Может быть, они просто не знают, где я нахожусь. Помощник говорил, что двери здесь герметичны, и никакие непрошенные гости не появятся. Не должны. Но это же не означает, что они не поджидают меня снаружи. Ладно. Надеюсь, хотя бы здесь я в безопасности. По крайней мере, пока. Какой же отстой. Да. Ладно, что мне, как мне? У меня даже оружия нет, у меня ничего нет. Это тот момент, когда я такой думаю, не волнуйся, Лолошка, ща сделаем, ща придумаем. А нет, у меня даже как у игрока нет идеи. Мне нужна какая-то плазма-пушка. Я не знаю, я уже фигню какую-то придумываю. Пушка вот так. О, подожди. Картофельная пушка. Ну нет, это точно не то. Строительная пушка. Определенно не то. Давайте, наверное, все-таки зарядимся. Спокойненько выдохнем. И, кстати, знаете что? Надо не забывать про исследования. Да. Они, вот, чем больше я их прокачиваю, тем в будущем мне будет явно проще. Вот конденсатор, например. О, консервная банка. Разобрав несколько банок с консервированным супом, удалось понять, как создаются сами банки. Поэтому теперь не проблема создавать их самостоятельно. Где? А что я туплю-то? Да, исследовать. Исследуется на самом деле супер быстро, но консервированная банка это явно не то, что создает прям суп. Ну да, во! Консервированный суп. Горький опыт научил меня запасать консервы. 320 гнили? Ничего себе. Так, ну ладно, томаты это легко, а что такое костяной бульон? Как будто это какая-то жопа. Создается с помощью костей и просто грибочков. Ну ладно, это легко. Только нам понадобится кухонный котел. Давай-ка, наверное, кстати, сделаем его прямо сейчас. Самое тяжелое здесь это какой-то кирпич, а по факту это просто глина. Как бы я, конечно, не пытался отвлечься, но мозги у Лолошки падают все дальше и дальше. Я не знаю, там еще одно-два деления, и вот так вот можно лечь на пол и ручками махать. Вот до чего докатится Лолошка. Короче, глину пережариваем. Лопату забираем. И напомню еще раз, для кухонного котла требуется ведро воды. Вы же понимаете, что это означает, да? Мне придется выйти. Я очень аккуратно, я прям быстро попробую найти воду. Тихо. Я не помню конкретно, где вода есть. Но может быть тут найдем. Так, я помню, что вот здесь, Тихо, пожалуйста. Нет, вот прудик. Забрали,
побежали. Нет, нет, 10%, как быстро они сожрали, обалдеть. Им стоит только прикоснуться и все. Минус 10% заряда за секунду. Нет. Гриб тоже возьмем. Отстань, отстань, отстань. Забегаем. Блин, это жопа какая-то. Это хорошо, что меня еще дроны какие-то не стреляли. Объединяем ресурсы и кухонный котел. Здравствуйте. А, кстати, подожди, а зачем я его делаю? Мне же наверняка нужен какой-нибудь пищевой модуль. Хотя, с другой стороны, я могу поставить там на улице. Не знаю, даже стоит ли рисковать. А кости, мне же еще кости нужны, погоди. Вот, у меня 4 штуковины, забираем. Выбегаем. И аккуратненько выставляем. Цель достигнута, кушать подано. Тут нужна вода, наверное. Да, блин, вода, опять вода. Ну куда же вы воду-то эту требуете? А еще нужен огонь. Чем? Магма, наверное, да? Давай возьмем одну штучку. Или даже полноценный блок, так будет лучше. Поставим куда-нибудь сюда. И после этого нам нужна зажигалка. Она где-то там у меня есть в бункере, но перед этим нужна вода. Поэтому... Тихо. А! Нет, нет, нет! Так, нет! Тихо, 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 подожди, подожди, подожди! Минус 7%. Хорошо. Ладно, пока справляемся. То есть, если я постою примерно 5 или даже чуть меньше секунд, то все. Можно, по сути, прощаться. Значит, поджечь. Налить надо? Не надо! Коричневый гриб. Далее косточка. И начинаем создавать. Нам нужно будет только миску сюда положить. Но для этого, по сути, нужно просто дерево. Звучит как что-то не самое проблемное. Но если на меня сейчас пойдут призраки, то проблема. Все, дерево. Главное, что в меня еще никто не стрелял. Не стрелять, не стрелять, не стрелять. Миска создается. И... О! Сделал? Или... Подожди, куда? Куда пропала? Где мой суп? А, вот, да, костяной бульон. Вообще, сам по себе костяной бульон тоже прикольный. Он дает комфорт, но всего лишь 4 сытости. Да, то есть он мало дает сытости, в отличие от консервы. Там 8, а здесь опять же 4. Прости, капуста, но, наверное, ты мне больше не понадобишься. Я перехожу на консервы. Мне снова захотелось кушать хорошо. Семена оставляем, волокна выкидываем. Обязательно кушаем хоть что-то. И я напомню, мы все равно не создадим консервы, потому что проблема, я же не изучил консервы. Нам нужно 320 гнили. Вот блин, гниль, я ее выкидывал. Я просто не знал, что так много надо будет. Сколько у меня сейчас? Примерно 100. И все. А, ну кстати, я же могу капусту повыращивать и томаты. Все, пусть оно гниет. Вот так вот положили и ожидаем. Уточек мы новых, кстати, не нашли. Сломанная утка. Похоже, с ней слишком часто играли. И реалистичная утка. Как живая, но будто не живая. Это последнее, что мы нашли. Но я уверен, где-то рядом, даже около бункера есть. Кстати, пока у нас решается проблема с гнилью, я также не забываю о том, что у меня скоро 20 уровень. А за каждые 5 уровней, напомню, мне дается очко генома. Сейчас мы немного зарядимся. Оденемся. Супчик покушаем. Короче, идея такая. Прямо сейчас я накоплю еще больше опыта и попробую прокачаться до 20 уровня. Тихо, 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 тихо. Молодой, 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 молодой. Сейчас, сейчас, сейчас. Ты не пройдешь, да? А, ты не пройдешь. Хе-хе-хе-хе. Глупий. Мы точно помним, что призраки также появляются в шахте, так что надо мега аккуратнее быть. Попробую копать просто туннель. Та-дам! 2791 опыт. И я готов вложиться. Но! Я, наверное, впервые вложусь не в выносливость. Я хочу вкладываться еще и в силу. Увеличивается скорость добычи простыми инструментами. То есть, по идее, чем больше у меня силы, тем быстрее я буду копать. И таким образом добывать больше XP. По-моему, логично. Сила. Повышение. И мне дается 1 очко генома. Благодарю! Пойдем сразу проверим, на что могу потратить. А, у меня уже, оказывается, их 2. Ой, так, блин, а я же могу сейчас вообще разгуляться. Замедляет расход голода на 20%. По-моему, это идеально. Любой полученный урон перенаправляется в ноги. Нет. Увеличивает скорость передвижения на 10%, когда в обеих руках нет предметов. Нам потребуется интеллект 12. А у меня 11. Я мог только что... Блин. Вот бой. Как будто скоро мне нужно будет очень много драться. Любое оружие ближнего боя наносит на 10% больше урона. Прикольно, но нет. Атаки в спринте наносят на 30% больше урона, но требуется ловкость 20 уровня. Не, наверное, боевые искусства пока не надо. Вот гены ремесла — это самое крутое. При переплавке булыжника в печи с шансом в 1% можно получить самородки различных металлов. Как будто бы прикольно, но не на 1 уровне. Но в любом случае, давай начнем. И до 2 уровня, чтобы было 2%, нужно 20 ударов
удачи и 20 интеллекта. Да, дороговато будет. Снижает шанс на потерю прочности предметов на 5%. Знаете, скорее тут должно быть написано: повышает шанс не потерять прочность у предмета на 5% при использовании. Что-то в этом духе. Шахтерские инструменты разрушают блоки в области 3 на 1. Вот оно. 30 силы надо. Я по-любому хочу это. Это еще 16 уровней. Да. Итак, допустим, 4500 опыта, я беру силу, 15 уровень, далее еще раз силу, 16 уровень, аккуратность 52, эффективность 58. И вот эта эффективность 58, насколько она... работает. Блин, ну честно говоря, я бы не сказал, что я прям сильно быстрее начал копать. Я понимаю, что да, мне нужна там, например, алмазная кирка, мне нужно еще больше силы, и тогда, скорее всего, я буду замечать эту разницу. Но эта алмазная кирка, она что, сколько? Сила 20. Окей, ну, к силе мы в целом прибежали. Осталось всего 4. Далее нужна ловкость 20. И вот тут вообще дичайшие проблемы. У меня сейчас 15 уровень, и мне нужно еще 5. Вообще, да, у меня ощущение, что долбить камень — это уже не самая выгодная прокачка. Это что такое? Простите. Киноварь. Первый раз попадается. Для чего ты нужна? Может быть, какая-нибудь кирка? Пожалуйста. Нет, просто пыль. Мы понимаем, что некоторые предметы просто могут быть закрыты, но на самом деле они есть. Вполне вероятно, что у нас появится какая-нибудь мега-пушка, которая вот так вот лазером все сможет выкапывать. Мне определенно нужно найти какой-то способ добывать много опыта. Допустим, белая шерсть. Я могу создавать вот такой вот ковер. За это тоже дается опыт. Окей. Далее из ковра я уже ничего не могу создать, поэтому увы и ах. Самое прям такое мега используемое — это дерево. То есть сначала я делаю доски, потом из досок я могу сделать вот такие полублоки, а из полублоков еще меньше могу сделать деревянные тарелки. Конечно! Мы примерно за 18 дерева получили 100 опыта, или даже 150. Да, мне нужна ферма дерева, прям такая полноценная где-то здесь. Модуль на дерево здесь нельзя поставить, поэтому только на улице. Ну ничего, разберемся. Как говорится, постепенно на этом будем заканчивать. Кто эти девушки, кто эта организация, кто эти дроны? Или все-таки что? Мы узнаем в следующей серии. Очень на это надеюсь. Черт возьми, меня правда пытаются убить. И в этот раз они действуют наверняка. Но кто точно уж не пытается никого убить, это я и, надеюсь, вы. Ребят, спасибо большое за вашу поддержку. Спасибо за то, что оживляете, поддерживаете канал вашими лайками, комментариями и подписками. Но если вы все еще этого не сделали, не забывайте, пожалуйста, подписываться. Все ваши подписки — это огромный буст к мотивации. С каждым разом мы пытаемся сделать все круче и круче. Я уж надеюсь, что вы это замечаете. Еще раз благодарю. Не забывайте, не пропускайте мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... организация. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.